Невероятно большой, удивительно сильный и необычайно находчивый. Этот гигант держит в страхе большинство лесных обитателей, хоть и ведет себя вполне мирно. Но когда он голоден, на пути лучше не становиться, ведь в арсенале охотника много действенных тактик, эффективных против любого соперника. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – Бурый медведь. Как известно, бурые медведи относятся к отряду хищных, но на деле охотятся они далеко не всегда. Это по-настоящему универсальные добытчики, которые, полагаясь на превосходное обоняние, находят пищу в самых неожиданных местах. Огромные лапы с гигантскими когтями помогают добираться до потайных уголков, а солидных размеров нос подсказывает точное местоположение цели. Поэтому без лишних усилий медведь откапывает все, что только полезет в рот. Коренья, насекомых и их личинок, и даже укрывшихся прибрежных обитателей. Особенно тяжело медведям приходится весной, ведь добыча пока еще укрыта под снегом. При этом нужно накапливать потраченные за зиму ресурсы, поэтому находчивый медведь может на время перевоплотиться в лисицу. Но если та полагается на прицельный бросок, то хозяин леса использует грубую силу. Грызуны очень подвижны, однако под огромными лапами, которые моментально разносят самое надежное укрытие, побег становится необычайно трудной задачей. Крохотная, но все же животная прибавка к однообразному растительному меню. В любом случае, все это можно считать лишь легкой закуской, и учитывая размеры, гигант вынужден искать способы, чтобы утолить голод. Даже если для этого придется лезть на дерево. Куда сложнее выжить самке с потомством. И чтобы семейство процветало, медведица должна быть готова к отчаянным поступкам. Чем бедственнее положение семьи, тем более опасным может стать поиск провизии. Но мать готова рисковать собственной жизнью, чтобы прокормить себя и малышей. Когда привычной еды не хватает, медведи выходят на охоту, и целью может стать самая серьезная мишень. Взрослый бизон намного крупнее и сильнее хозяина леса, но хищник плутает среди копытных не просто так. Медведи превосходно знают, когда у соседей по участку появляется потомство, и в предвкушении высматривают детенышей. Однако против неприятеля стадо выстраивается плотной стеной, и скиталец понимает, что здесь делать нечего. Более эффективным может быть поиск матери с детенышем, пока еще не присоединившихся к стаду. Такой шанс упускать нельзя, и чтобы осуществить задуманное, медведь становится необычайно быстрым и проворным. Мать всеми силами пытается прогнать грозного врага, но даже под страхом смертоносных рогов и копыт хищник доводит дело до конца. Подобная ситуация складывается и с оленями. Взрослые копытные слишком быстры, чтобы угнаться за ними, но детеныши более простая мишень. Хотя уже в таком возрасте они могут оставить косолапого позади, поэтому для нападения он выбирает глухие места с множеством препятствий. Здесь бежать напрямую не получится, а значит в поисках спасения придется пробираться сквозь завалы деревьев, что довольно непросто, учитывая панику и невероятно длинные ноги, малейшая помеха для которых может стать фатальной. Целью иногда становятся и взрослые животные, особенно больные и слабые. Но даже они могут дать серьезный отпор, однако голод толкает медведя вперед, и погоня начинается. Массивные лапы и смертоносные когти не в силах остановить такого бегуна, но даже неудача не заставит медведя отступить. Желание жить вынуждает оленя искать спасение в воде, и бурное течение становится спасительным для раненого животного. Медведь – умелый пловец, но тягаться со стихией ему не по силам, поэтому у косолапого не остается выбора, кроме как смириться с утратой. Куда проще поискать новорожденных оленят, но и с ними не всегда все так легко. Отличительной особенностью многих новорожденных копытных является почти полное отсутствие запаха.
У них пока еще не развиты сальные железы, что является действенным бонусом к маскировке. Залегая в траву, малыши становятся настоящими невидимками. Мать пытается отвлечь внимание на себя, но медведя не просто провести. Он неспешно исследует угодья, зная, что поблизости может скрываться потенциальная добыча. Порой даже его совершенный нос не способен уловить запах затаившегося олененка, и это спасает малышу жизнь. Но не всем так везет. Стоит лишь детенышу заявить о себе, и атака не заставит себя ждать. Невзирая на принадлежность к хищникам, медведи не любят свежее мясо. Во многом это связано со строением зубов, приспособленных к употреблению растительной пищи и не особо пригодных для разделывания свежей туши. Поэтому медведь возвращается к добыче, когда обоняние подсказывает, что мясо становится мягким. Падаль является желанной находкой и играет особую роль в жизни косолапых. Но ситуация осложняется многочисленными конкурентами, главные из которых живут стаями и зачастую находят провизию раньше других хищников. За обнаруженную добычу разворачиваются целые сражения. Бросать вызов медведю бессмысленно. Укусы волков вряд ли будут эффективными против невероятно толстой шкуры. В свою очередь, атака медведя может быть очень опасной, но он, увы, проигрывает в ловкости и скорости, поэтому битва за тушу становится испытанием терпения и выносливости. Лишь имея значительное численное превосходство, волки способны отогнать гиганта от запасов. Порой, дожидаясь нужной кондиции деликатеса, медведь вынужден охранять свой трофей днем и ночью, ведь даже минутное отлучение может обернуться потерей драгоценных запасов. Не менее опасными врагами становятся себе подобные. Причиной конфликта могут стать как охотничьи владения, так и легкая добыча, даже если это всего лишь рыба или насекомое. Одиночка не намерен терпеть конкурентов, поэтому в дело вступает вся сила и мощь. Обычно демонстрации размеров хватает, чтобы соперник отступил, но матерые хищники, особенно в брачный сезон, устраивают ожесточенные затяжные поединки. Несмотря на огромные когти и зубы, медведи не наносят друг другу особого вреда, однако их выносливость быстро падает. В итоге победителем становится не только сильный, но и необычайно настойчивый хищник. Именно за счет настойчивости, предприимчивости и сообразительности, помноженных на необычайную силу и мощь, бурые медведи являются невероятно распространенными хищниками, способными бросать вызов самым опасным животным и выходить из схватки победителями. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!